животном мире поведение играет ключевую роль в выживании, от поиска пищи до защиты потомства. Однако у некоторых видов эволюция пошла по весьма необычному пути. В этом выпуске мы рассмотрим примеры экстремального, а порой кажущегося безумным поведения у животных и насекомых. Калахари – это дом для крайне необычных кузнечиков – африканские бронированные кузнечики. Они не умеют летать и не умеют прыгать, а еще они любят мясо. Недалеко на деревьях расположились гнезда красноклювых ткачиков. Совсем недавно у них появились птенцы. Они голодны, и родителям приходится покидать гнезда в поисках пищи. Но не только птенцы голодны. Армия голодных кузнечиков начала движение в сторону беспомощных птенцов. Они ловко взбираются по стволу дерева. Мама оказалась рядом, и она бросается на защиту птенцов. Птица наносит мощный удар. Но кузнечик не так прост. Он имеет прочный панцирь с шипами, который надежно защищает его от подобных атак. К тому же у кузнечика есть тайное оружие. Из щелей своего экзоскелета он выпрыскивает птице в глаза свою токсичную кровь – гемолимфу. Ткачик сбит с толку, но все же наносит жестокий удар. Неудачно упав с большой высоты, кузнечик еще жив, но запах его крови привлекает его братьев. Голодным монстрам не имеет значения, кого съесть. Каннибалы пожирают своего раненого брата. Крачка с ужасом наблюдает за происходящей драмой. Гавайская гусеница Эопитеча. Живя в роскошных лесах, полных сочной растительности, эта гусеница предпочитает питаться плотью насекомых. Она хорошо маскируется под окружающую среду. Ее оружием является 6 когтистых лапок. И как только добыча подойдет ближе, гусеница хватает ее и начинает есть. Абсолютно непонятно, почему эта гусеница выбрала именно такое меню. Мы много знаем видов пауков. Большинство из них плетут паутину. Некоторые паутину не плетут, как, например, бразильский странствующий паук. И это один из самых ядовитых пауков в мире. Но есть пауки, которые обитают на водоемах и рыбачат. Это пауки-рыболовы. Их лапки содержат множество волосков и покрыты специальным веществом, предотвращающим намокание и позволяющим скользить по воде. На конце каждой лапки имеются мощные когти, которые позволяют лучше удерживать жертв. Этот паук обладает огромным терпением. Он ждет, пока жертва сама приблизится к нему. Волоски на его лапках – это сенсоры, улавливающие малейшие движения под толщей воды. Заметив движение, паук атакует.
Жертву он сжимает всеми лапками, не давая шансов ей убежать. Затем кусает, впрыскивая яд. Когда рыбу парализовало, он вытаскивает ее на берег и поедает. Иногда к нему в лапы попадаются и другие обитатели водоемов, например, лягушки. Поймав ее, он также впрыскивает в нее порцию яда и крепко держит, чтобы она не убежала. Яд делает свое дело, и когда лягушка обмякнет, паук вытащит ее на берег и съест. Это другой паук, но в его паутину тоже попалась лягушка. Паук заметил, что жертва крупная, и стал ждать, пока лягушка устанет, пытаясь выбраться. Когда это произошло, паук приближается, чтобы впрыснуть яд. Однако и лягушка оказалась ядовитой, и есть ее опасно для жизни. Тогда паук решает отпустить ее. Он помогает жертве выпутаться из паутины и отпускает. Просто удивительно. На Мадагаскаре живет, пожалуй, самый необычный паук, которого вы когда-либо видели. Паук-пеликан. Передний конец головогруди у пауков-пеликанов вытянулся вверх, образовав подобие шеи, на которой сидит голова с глазами. Из этой головы растут удлиненные хелицеры, сбоку напоминающие птичий клюв. У большинства пауков хелицеры – это короткие малоподвижные придатки с когтем на конце, через который в добычу впрыскивается яд. Однако у пауков-пеликанов они превратились в грозное орудие для захвата добычи, обладающее высокой подвижностью. Паук не строит паутину, но может выделять ее, чтобы, например, спуститься на паутинке с ветки в случае опасности. В отличие от большинства других пауков, пауки-пеликаны охотятся исключительно на других пауков. Из-за строения своего тела ему крайне неудобно передвигаться по паутине. Но как же добраться до паука, сидящего в самом ее центре? Паук-пеликан идет на паука все соки. Эта оса – настоящая охотница на пауков. Пауки нужны ей для того, чтобы отложить в них свои яйца. Даже такие огромные пауки, как тарантулы, не могут быть в безопасности. Разные виды этих ос обитают почти повсеместно. Даже в жарких пустынях Намибии есть такая оса. Она бежит по раскаленному песку в поисках жертвы. Ей как раз пора отложить свои яйца. В пустыне мало растительности, и местные пауки делают норы в песке, чтобы спрятаться. Но оса его заметила. Паук, зная, что ему грозит, просто решает сбежать. Он делает лапки особым образом, так, чтобы получилось колесо, и просто скатывается по дюнам с хорошей скоростью. Осе его не догнать. Однако в пустыне Марокко живет паук с еще более удивительным способом избегать неприятностей. Этот паук – настоящий ниндзя. Он использует свои лапки в качестве пружин и делает сальто.
Причем скорость такого передвижения высокая. И в отличие от катящегося паука, который может скатываться только с горы, этот паук может передвигаться даже в небольшие горки, что увеличивает его шансы на выживание. Природа необычайна и очень удивительна. Новая Зеландия. В этих роскошных диких лесах, наполненных влагой частых дождей и множества рек, создалась своеобразная экосистема, в которой стало возможным появление множества различных существ. Таких, например, как эта гигантская улитка. Улитка Павелефанта – это великан из мира улиток. Она может вырасти размером с мужской кулак. Улитка очень редкая, увидеть ее – это настоящая удача. Но самое удивительное в ней – это не ее размеры, а ее необычные кулинарные предпочтения. Она очень любит червей и заглатывает их как спагетти. Червям не везет также на острове Борнео. Там их поедает гигантская красная пиявка. Этот монстр настолько большой, что не просто высасывает кровь из своих жертв. Червей пиявка заглатывает целиком. Сначала она ощупывает червяка, выясняя, где у него начало и конец. Затем начинает всасывать его целиком. Ранней весной жабы откладывают тысячи икринок. И через несколько месяцев появляется потомство. Маленькие жабы выходят из пруда и сразу попадают в жестокий мир. Им нужно добраться до влажного леса, чтобы спрятаться и откормиться. Но, пожалуй, из всех хищников, которые хотят перекусить ими, самый невероятный этот. Конская пиявка. Вечно голодная. Она ползет по влажной почве в поисках свежей крови. Будто из фильмов ужасов. Этот кровавый монстр действительно наводит страх на маленьких жаб. Жабам нужно двигаться. Останавливаться нельзя. Если замешкаешься, то тут же окажешься в зубах пиявки. И она проглотит жертву целиком. Жуткая реальность для маленьких жаб, только что появившихся на свет. Если пиявка поймает жертву, то уже не отпустит и всосет ее внутрь как спагетти. В морских глубинах обитает множество удивительных существ. Морской огурец или галатурия – один из таких. Всего известно более 1000 видов морских огурцов. Некоторые из них очень длинные и способны вырастать более 3 метров в длину. У рта галатурий имеются щупальца, с помощью которых они собирают еду с морского дна и отправляют в рот. В какой-то степени они выполняют функцию санитаров моря. Дышит морской огурец с помощью ануса. По соседству с галатурией обитает интересная рыбка-жемчужница. Она маленькая и беззащитная, но очень хитрая. На открытом пространстве, где спрятаться от опасности негде, эта рыбка все же находит себе убежище. Этот морской огурец не имеет щупалец, а пищу всасывает вместе с илом в рот как пылесос. Затем из его ануса выходит отработанный ил.
Рыбка-жемчужница посчитал его анус отличным домом. Там она будет в безопасности, так как морские огурцы мало кому интересны в качестве пищи. Она не вредит галатурии, но проблема заключается в том, что рыбка не против принять в свой новый домик гостей. Красивая птичка, не правда ли? Но то, что она делает, повергнет вас в шок. Эта птичка размером с воробья – настоящий мясник. Ее место обитания усеяно острыми колючками и шипами. Эта птица хищник, и поймав жертву, она насаживает тело на острые шипы и поедает. Если охота прошла успешно, то ее жилище буквально завалено телами, нанизанными на колья. Их она оставляет на запас. Зрелище пугающее. Хорошо, что природа сделала эту птичку маленькой. Не стоит сорокопута помещать в клетку к другим птицам. Через пару минут мясник уничтожит соперника. Живя в мангровых зарослях, где множество насекомых, эта рыба выработала необычный стиль охоты. Для стрельбы рыба-брызгун замирает у поверхности воды прямо под жертвой, вверх головой, и резким движением жаберных крышек направляет воду по продольной бороздке на небе, тонкой струйкой. Эта рыба – меткий стрелок и почти всегда попадает в цель. При этом ей нужно учитывать направление ветра и его силу на поверхности, а также преломление света в воде. Смотря из воды, жертва находится не там, где она кажется. Но не все так просто. Молодые особи еще не умеют точно стрелять, и им приходится тренироваться. Сотни выстрелов не достигают цели, но вскоре брызгун научится попадать. Чем больше размер рыбы, тем на более дальнее расстояние она запускает струю. Брызгун может сбить насекомое на расстоянии более метра от него. Обитают эти удивительные рыбки преимущественно в Юго-Восточной Азии. Это небольшая рыбка. Средний размер ее 10-15 сантиметров. Переносимся во Францию, в маленький старинный городок Альби. Как и в любом другом городе, здесь много голубей. Через город протекает река Тарн, и голуби прилетают к ее берегам, чтобы утолить жажду.
Но вдруг... Оказывается, 40 лет назад в эту реку завезли самов. Они там сильно расплодились и пищи им не хватает. Поэтому они стали нападать даже на птиц. Их стиль охоты напоминает охоту крокодилов, нападающих на своих жертв на водопое. Такой стиль охоты не свойственен самам, которые обычно охотятся на глубине. После множества столетий мирного сосуществования, голуби этого региона теперь должны остерегаться воды. Ребят, я создал телеграм-канал, на котором показываю видео о последних катастрофических событиях, таких как недавний мощный торнадо в США, град гигантских размеров и ураганы в Китае. Различные необычные видео про животных, есть посты про мистику, например, какая-то странная молния. И многое другое. Прошу вас подписаться и заценить канал. Отписаться всегда успеете. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии.